пальцем показывают, а губами. Всем привет из Колумбии! Давайте сегодня снова поговорим о мультфильме «Энканто» с точки зрения того, что в нем замечают колумбийцы. Я разберу для вас культурные особенности этой страны, для того, чтобы вам стало еще более понятно, что же делает Колумбию Колумбией. Если вы еще не видели мой другой разбор, где я осветила более глубокие смыслы через призму, историю и важных культурных символов, обязательно посмотрите, тогда у вас сложится более полная картина. И в первую очередь скажу, что в выпуске будут спойлеры, поэтому если вы еще не смотрели «Энканто», обязательно посмотрите и возвращайтесь к видео после. Начнем с одежды. В принципе, одежда в мультфильме соответствует реальности. Это может быть конец 19-го, начало 20-го столетия, более традиционная одежда Колумбии из разных регионов. И так как в Колумбии много климатических зон, в зависимости от климата региональная одежда отличается. Например, руана – квинтэссенция символа региона Анд. Также известная как четырехконечная накидка, представляет собой по сути квадратное или прямоугольное одеяло 100% шерсти, без рукавов и с отверстием в центре, через которое проходит голова. В более прохладном климате это отличная одежда для того, чтобы не замерзнуть. Гуайавера – это традиционная мужская одежда, известная своими 4 карманами и 2 рядами складок. Она закрывает верхнюю часть тела, похожа на рубашку и обычно с длинными рукавами. Или вот пример самой традиционной женской юбки. Это полностью черная юбка, так как тон выбран для фона, и на ней можно делать различные рисунки, но наиболее распространенный и используемый – это поместить 3 цветные ленты в нижний конец юбки. В этой же сцене на стене можно увидеть различные виды шляп, которые существуют в Колумбии. Не все, но многие. Выделяется шляпа сомбреро вольтео. Она является одним из самых узнаваемых символов Колумбии во всех частях мира. Агуаденьо, муниципалитет Агуадас, расположен в департаменте Кальдас, и его кустарное производство основано на соломе ирака, сырье, из которого и делают эти шляпы. Шляпы всегда носили как крестьяне, так и городские жители. А эта шляпа похожа на сомбреро эн пиндо из региона Уила. Единственная, одежда Мирабель немножко выбивается из чисто традиционных нарядов, хотя и основана на классическом традиционном наряде из региона Сантандер. На ее юбке вышито очень много символов, относящихся к ее семье, а также много бабочек, которые играют очень важную роль в этой истории и являются отсылкой к книге «100 лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса. Больше об этом я рассказываю в другом своем видео. Также почти в начале фильма мы видим, как Мирабель собирается и обувает розовые альпаргатас. Этот тип обуви очень распространен в Андах и в Карибском бассейне Колумбии. Также она надевает сумку, которая называется мочила. Забавное слово для нас, да? Это традиционная сумка, которую вяжут женщины коренного народа вайю. И эта сумка уже стала неотъемлемой частью повседневной культуры Колумбии. И еще раньше в каждом доме стояла швейная машинка Зингер. А если глобально, в мультфильме очень классно показаны разнообразные аспекты традиционной моды, так же как разнообразие национальностей и смешение рас, которые очень типично для Колумбии. В этой стране живет 84 разные этнические группы. В основе истории находится вилла Касита, в переводе «домик». Касита отражает нам типичную колумбийскую архитектуру как наследие испанской колониальной архитектуры с внутренним патио, что в колумбийском климате работает превосходно. Также в «Энканто» мы видим дань уважения балконам, типичным для колониальной эпохи. Они уже стали туристической достопримечательностью Колумбии. И если посмотреть на то, как выглядят финки, в переводе «фермы» в Колумбии, то можно увидеть, что Касита — это такая увеличенная волшебная финка, усыпанная цветами бугенвиллии, которые очень часто можно встретить на улицах Колумбии. А так, кофейная финка — это наиболее часто встречающийся тип колониальной архитектуры в регионе Антиокия, например. Стены этих домов сделаны из гуадуа, дома обычно покрыты глиняной черепицей, поддерживаемые деревянными конструкциями и стенами из гуадуа. Еще важным элементом дома являются плиточки. Это гидравлическая плитка, полностью изготовленная вручную из сырья на основе цемента. Она была создана в середине 19 века в Испании и широко использовалась в Европе и в Америке. В Колумбии есть дома, в которых эта плитка лежит уже более 100 лет. От испанских колонизаторов также осталось типичное устройство центра поселения с большой площадью и церковью на ней. А топография городка в мультфильме также отражает ландшафт Колумбии, в которой очень много горных массивов, и в основном все знают горы Анды, хотя, по правде говоря, огромная часть Колумбии — это бассейн Амазонки и совершенно не горная местность. Но так как эти территории еще очень мало исследованы и не изучены, в основном ассоциация с Колумбией возникает именно вот горная местность. Также в «Энканто» показаны сельскохозяйственные угодья с растущими платанами, как отражение важности сельского хозяйства для этой страны. В мультфильме видно, что дом Мадригал окружен пальмас де сера, восковыми пальмами, теми же, что украшают долину Кокора в регионе Киндио.
Эти пальмы являются национальным деревом Колумбии и самыми высокими пальмами в мире, достигающими 60 метров высоты. Волшебное место, надеюсь, у меня про него будет отдельный выпуск. Важно отметить, что, учитывая основное заселение все-таки в горных районах страны, ослы — это очень важное животное, которое, по сути, построили Колумбию, потому что они более выносливые, выдерживают больше нагрузок, чем лошади. На их спинах люди перевозили продовольствие и материалы через все эти горные массивы. Заметили ли вы, насколько в мультфильме «Энканто» много растительности и животных? Колумбия вторая в мире после Бразилии страна по биоразнообразию. А учитывая разницу в площадях этих стран, то плотность этого биоразнообразия намного выше все-таки в Колумбии. По данным правительства Колумбии, на территории страны находится 14% биоразнообразия всей планеты. Даже не могу себе представить. Помимо долины пальм, в «Энканто» вы можете увидеть кофейные плантации, разнообразие цветов и изобилие амазонской растительности, а также сцену, посвященную реке 7 цветов Каньо Кристалес, расположенную в природном парке Серранья де Макаренас. Это действительно магическая река, мы были там первый раз 9 лет назад, мой первый приезд в Колумбию, очень советую. Что касается представителей фауны, то, например, маленький Антонио живет в комнате в окружении колибри, туканов, гуакамаджо, мы их знаем под названием попугай ара, тапиров, чья популяция в Амазонии, к сожалению, уменьшается, а они на самом деле являются очень важными животными для восстановления леса, которое вырубает человек. Чигуиро, которого вы можете знать под именем Тапибара, но именно в Колумбии называют их чигуиро, и это очень важно. Не перепутайте, когда будете здесь. А также коати и ягуара, крупнейшего представителя семейства кошачьих в Америке и третьего по величине в мире после тигра и льва. Конечно же, ни один список культурных особенностей страны не обошелся бы без упоминания местной кухни. В «Энканто» мы видим много сцен, где представлена традиционная еда из Колумбии. В первую очередь это бунюэлос, идеально круглые творожные пончики. Арепа – это блюдо из кукурузной муки, очень традиционное в Латинской Америке, особенно в Венесуэле и Колумбии. Только в Колумбии, говорят, существует как минимум 42 вида арепы. Жареная кукуруза, ее подают с маслом и солью. Традиционный суп ахьяка, традиционный колумбийский картофельный суп. Обычно этот суп содержит кусочки курятины, большие куски кукурузы на вилке, 2-3 типа картофеля и гуаско – ароматное травянистое растение, распространенное по всей Америке, которое придает блюду характерный вкус. А вот это масетас – вкусные сладости ручной работы, изготовленные исключительно в Вайе-дель-Каука, чтобы отпраздновать День Крестника. Тут же в корзине можно увидеть маракасы, мешочки с кофе, как его упаковывали раньше, традиционные плетеные тарелочки, сладости из панелы и многое другое. Такая корзина называется анчета. На кухне у мамы можно увидеть маленькую кукурузную мельничку, чтобы делать потом кукурузное тесто для тех же ареп. А в одной из сцен Мирабель забирает чашечку кофе у одного из детей, говоря о том, что кофе он для взрослых. В богате я такого не встречала, но, возможно, в каких-то регионах Колумбии детям действительно дают очень-очень слабый кофе. А Колумбия же, в свою очередь, входит в топ-3 лидеров по производству элитной арабики на экспорт. И какая же Колумбия была бы без музыки? Эту тему я больше разбираю в другом видео, но в этом видео упомяну аккордеон. Он был привезен из Германии, принят поэтами-музыкантами, которые создавали веселые мелодии и ритмы, породившие ваджинато. А ваджинато, как музыкальный жанр, был объявлен нематериальным культурным наследием Колумбии. Также в одной из песен можно увидеть игру техо, которую очень любят в Колумбии, особенно в центральной части страны. Идея заключается в метании металлического диска по нескольким листам пороха, которые расположены посреди грязи или глины и в идеале должны взорваться, если по ним попасть. И еще тут же мы видим футбольные мячи. Колумбийцы помешаны на футболе. А Луиса, судя по всему, занимается тяжелой атлетикой. Именно эта спортивная дисциплина первой принесла Колумбии золотую медаль на Олимпийских играх. Еще мы видим, как Изабелла в одной из сцен вместо высаживания роз посыпает цветами на такие большие круглые цветочные композиции. Это отсылает нас к фестивалю цветов, который происходит ежегодно в городе Медельин. Фестиваль является самым важным общественным событием в городе и включает в себя парад автомобилей, парад лошадей и множество музыкальных концертов. А бенгальские огни в Колумбии называют «чиспитас марипоса», что в переводе означает «брызги бабочек». Даже здесь мы видим важность символа бабочек для всей колумбийской нации. И еще одним важным символом Колумбии являются изумруды. Колумбийские необработанные изумруды известны своим высочайшим качеством. Эти изумруды имеют более теплый, чистый, интенсивный зеленый цвет. Темно-зеленые изумруды – редкое явление в природе, поэтому они так
высоко ценится в мире. Вместе с этим коренные народы Колумбии на протяжении сотен лет имели мистические отношения с изумрудами. Для муисков, считавшихся во время завоеваний одной из самых развитых цивилизаций Америки, наряду с ацтеками, майя и инками, великолепный зеленый цвет изумрудов региона олицетворял воду, плодородие и силу жизни. С другой стороны, музы считали, что область, известная сегодня как изумрудный пояс, образовалась из тел и слез первых женщины и мужчины. Тут, конечно, можно углубляться в тему и дальше, но в контексте мультфильма неудивительно, что авторы включили осколки зеленого цвета, которые напоминают нам изумруды, в видение Бруно. В принципе, почти все сцены с мистическим Бруно окрашены в зеленый цвет. А в его комнате мы также видим наскальные скульптуры с россыпью изумрудов. Они напоминают нам о небольшом городке Сан-Агустин на юго-западе Колумбии, где лежат археологические находки, которые рассказывают истории о богах, мастерах и обычных людях, принадлежавших культуре, процветавшей между 8 и 1 веками до нашей эры. Сан-Агустин, внесенный в список международного наследия ЮНЕСКО, представляет собой самую большую группу религиозных памятников и металлических скульптур в Южной Америке. Несмотря на то, что вокруг памятников был создан парк, это скорее набор церемониальных захоронений. Напоследок отмечу несколько важных образов из песни Луизы. Здесь на фоне мы видим интерпретацию золотых орнаментов коренных народов Колумбии. Тут кофейные зерна. И вот ландшафт, напоминающий Ойо Сопладорес. Сопладорская дыра – это любопытное явление природы, через которое струя воды выбрасывается на несколько метров в высоту вниз сильными волнами. Находится этот феномен на острове Сан-Андрес в Карибском море. Потом Луиза висит на заснеженном утесе горы. Эта сцена, скорее всего, была вдохновлена таким местом, как Эль Пульпито дель Диабло, который представляет собой большую призму скалы высотой 70 метров, которая выступает изо льда и является лучшей эмблемой Сьерра-Невада де Эль Кокуй. Сразу после этого идет сцена, где она как бы останавливает падающие с горы камни. Это отсылка к трагедии Армеро 1985 года, когда вулкан Невада-дель-Руиз был ответственен за самое смертоносное извержение вулкана в Южной Америке. И город Армеро в 50 километрах к востоку был уничтожен и погибло 25 тысяч человек. Инцидент был вдвойне трагичен, потому что власти были предупреждены о неизбежном извержении и его возможных последствиях, но не предприняли никаких действий. Еще эпизод, где ураган сносит все двери, тут скорее больше отсылка снова-таки к книге «100 лет одиночества», где в конце на Макондо обрушивается ураган, который сносит дом вместе с Аурелианом. И род, обреченный на 100 лет одиночества, обрывается. Возможно, Луиза боится такого исхода для своей семьи. Как вы думаете? Ну ладно, здесь я уже начинаю снова уходить в психологические аспекты, которые разбирала в другом видео. Завершу это видео на одном забавном факте о колумбийцах, который тоже нашло свое отражение в Encanto. Это то, что колумбийцы указывают на какие-то предметы или место, когда их спросишь ртом, да, то есть не пальцем показывают, а губами. Вот такой огромный список референсов в колумбийской культуре я смогла заметить. И это я еще не упоминала о приметах, которые также встречались в мультфильме. Напишите, какие заметили, может быть, вы, что я еще пропустила. Захотелось ли вам еще раз посмотреть этот мультфильм? Что для вас стало открытием на тему культуры в Колумбии? Очень жду ваших комментариев. И не забывайте подписываться на канал. Будет много интересного. До встречи!